Небольшое предисловие о случайности. Находки, которых ты не ждешь и не планируешь, всегда самые интересные. В любой поездке всегда есть элемент случайности. Будь то случайный взгляд на навигатор, где высвечивается очередная малоизвестная достопримечательность, либо целенаправленная поездка туда, где получаешь больше, чем планировал посмотреть. Путеводители, как правило, не покажут тех мест, о которых пойдет речь в этом видео. Но тем не менее, их неизвестность, местами недоступность и делает их настоящими ценностями. В этом ролике и хочется поговорить о десятке таких мест, и если это будет интересно, то подобные ролики будут и дальше выходить на моем канале. Альтернатива всем известной тропе Голицына в Новом Свете. Это дикая тропа, без каких-либо специально проложенных тропинок. Есть лишь протоптанная людьми дорожка и повсюду зеленые метки с направлением движения. На маршруте очень много интересных мест. Шикарная смотровая, так называемое кресло Голицына, долины ада и рая. Что-то как-то в аду мне больше понравилось. Есть небольшое ответвление в сторону, к лестнице Тавров. Тоже очень атмосферное место, но в то же время травмоопасный объект. Один из лучших маршрутов по красоте и очень разный по сложности. В то же время непопулярный и малолюдный. Рядом с мысом Меганом есть очень живописное озеро, напоминающее прерии из вестернов. Не просто так, рядом с ним расположилась частная конюшня, и вдоль озера проложен маршрут для конных прогулок. Это всем знакомый город Феодосия, с вырезанным центром, галереей всемирно известного мариниста, о которой, кстати, есть отдельный ролик на канале, ссылочка вверху экрана. Но есть в Феодосии всеми забытый заброшенный объект культурного наследия, а именно остатки Генуэзской крепости. По размерам она была одной из крупнейших в Европе. Крепость начали разбирать еще в 18 веке, но некоторые ее элементы еще остались целыми. Это южная стена Генуэзской цитадели с двумя башнями, несколько разрозненных башен в разных частях города, к сожалению, все они в упадочном состоянии. Сегодня руины крепости стали просто декором разрастающегося внутри стен частного сектора. Попасть сюда можно беспрепятственно. С крепости проглядывается затонувший в море турецкий сухогруз Гбер, получивший пробоину и севший на мель.
Недалеко от Феодосии находится Орджоникидзе, настоящий рай для любителей тишины и моря. Агатовый пляж, наверное, одно из лучших мест для спокойного пляжного отдыха. Вокруг лысые горы, холмы, абсолютно нетипичный пейзаж, где самые лучшие закаты. Существует мнение, что это самая старая в Крыму армянская церковь. Просуществовал монастырь вместе с церковью более 6 веков, ровно до начала 20 века, когда им занялась советская власть. В 1927 году монастырь закрыли, забросили, и он стал постепенно разрушаться. Удивительно, насколько прочное в старину возводили здание. Оно простояло много веков, и уже почти 100 лет оно заброшено. И тем не менее здание стоит на месте. Не обрушились даже его своды. Храм уникален и не имеет аналогов в Крыму. В его архитектуре сочетаются армянские, арабские и западноевропейские мотивы. Сейчас, конечно, оно находится в сильно разрушенном состоянии, и сколько ему осталось, никто не знает. Бор-Кая – это известняковый массив, изрезанный многочисленными трещинами и пещерами. Под горой есть странное место – непонятный храм, о котором почти ничего не известно. Храм представляет собой искусственно вырубленное в скале помещение, приблизительно прямоугольной формы. Особенности архитектуры и внутреннего убранства храма свидетельствуют о его византийском происхождении. Вероятно, он был создан монахами-отшельниками, которые в VIII веке активно осваивали пещеры Крыма, создавая здесь монастыри и храмы. Над полупещерным христианским храмом, огромной запятой, нависает грот Акчора-Кабасы, или по-простому акустический грот, названный так благодаря форме его выветривания. Грот очень объемный, откуда открывается как будто инопланетный и очень нетипичный вид. Залаз весьма опасный, и горизонтальной прямой поверхности внутри просто нет. Очередной объект, который нещадно погибает. Очень печальное зрелище. Семья Манджине выкупила здание одного помещика и перестроила дом в новом для того времени неоготическом стиле. Дом своим видом напоминал замок из средневековья, имевший 2 круглые башни. К парадному входу пролегала широкая лестница. Над фасадом красовалась 3-этажная башня-флигель. Известны Манджине были как бароны французской империи.
Во время революции и в последующие годы усадьба была национализирована, а во время Второй мировой здание существенно не пострадало. Позже поместье стало детским домом. Затем комнаты замка выделялись местным жителям, которые нуждались в жилье. Сначала вилла была превращена в коммуналку, затем в общагу, а когда временные жители покинули его, дворец очень быстро стал приходить в упадок. На сегодняшний день замок стремительно канет в лету и совсем скоро полностью исчезнет. Это одна из достопримечательностей Партенита, которая появилась в 19 веке. Название погреб получил по фамилии владельца Бориса Виннера, известного и достаточно крупного для того времени предпринимателя. В какой именно период были построены эти помещения, точно неизвестно. В начале 20 века здесь велось активное производство вина, а после Октябрьской революции вся усадьба была разграблена и разрушена. Остался невредимым только подвал, который находится в сохранности и поныне. В настоящее время погреба пустуют, вход никем не охраняется. Войти сюда может любой желающий. Это памятник крымско-татарской архитектуры в долине реки Салгир, относящийся к XIV веку, временам, когда Крым еще оставался улусом Золотой Орды, один из наименее изученных памятников Крыма. Это одна из самых древних мусульманских мечетей в Крыму. Она представляет собой четырехугольное строение, которое ныне находится в полуразрушенном заброшенном состоянии на открытой поляне, куда прийти может любой желающий.